Здравствуйте, товарищи! Я Артемий Троицкий, и это видео эпопея «Популярная советология». Краткое содержание предыдущей серии. В ней речь шла о том, насколько убогим, жутким, безальтернативным и так далее было снабжение в советских продовольственных магазинах. Довольно подробно я об этом рассказал. В общем-то, естественно, что когда в магазинах надо выстаивать длиннющие очереди, а купить там почти что нечего, то, в общем-то, многие люди, особенно те, у кого есть немножко лишних личных денег, а также не желающие ждать в очереди и есть не пойми что, вот они питаются вне дома. Ну, в общем, так оно примерно и было. Существовала в Советском Союзе разветвленная система так называемого общепита. Общепит – это типичный советский новояз, сокращение от выражения «общественное питание». Заведений общепита было довольно много разновидностей. Ларьки и киоски. В ларьках и киосках продавалось в основном мороженое, также табачные изделия, изредка пиво, ну и какие-то воды, там еще соки. Далее, столовая. Столовая – это самое омерзительное из заведений советского общепита. Ничего хуже столовых в плане пожрать я в своей жизни, пожалуй, что не припомню. Столовые были как такие публичные, то есть куда можно было просто зайти с улицы, так и их было большинство, они имелись на предприятиях, в учреждениях, в школах даже, разумеется, институтах и так далее. Снабжались эти столовые, по всей видимости, очень плохо, ну или там просто все воровали, потому что есть там было, ну вот, по крайней мере, судя по моему опыту, просто невозможно. Что там давали? Ну, естественно, значит, на закуску там мог быть какой-нибудь салат витаминный из огурца и помидорки. На горячее, значит, или такие сосиски, абсолютно безвкусные, жуткие, цвета промокашки, которые называли еще пальцы мертвеца, какие-нибудь биточки, ну, это что-то типа тефтелей там или котлет, вот, ну, тоже непонятно из чего сделанное. Гарнир в виде водянистой, жуткой полугнилой картошки. Макароны по-флотски, тоже какое-то кошмарное блюдо. На десерт, я уже даже не знаю, что, компот обычно. Столовые еще называли тошниловка, тоже было очень популярное слово. Тошниловка, да, все знали, что это значит столовая. Мне иногда приходилось, просто я вынужден был заходить в эти самые столовые в разных местах. Я там ничего не ел, потому что меня от этого действительно тошнило. Ел только то, что испортить невозможно. Скажем, бутерброд с сыром и стаканчик компота. Вот это еще можно было поглотить, если испытывал сильнейшее чувство голода. Дальше пошли на ступенечку выше кафе. Кафе это было как бы более модно. При Сталине кафе не было. Это уже было введение хрущевского времени. Кафе, как бы что-то такое почти западное, иностранное. Кафе были помоднее немножко, но с точки зрения еды там было тоже не ахти как хорошо. Естественно, там было кофе, чай, какао. И в качестве пожевать, ну, я так думаю, что какая-то выпечка, какие-то булочки, пирожки там и так далее. Что-то такое. Ну, иногда бывали и нормальные горячие блюда. Скорее, как в столовой, чем как в ресторане, например. Затем были такие как бы специализированные предприятия общепита, специализированные на неком блюде. Очень популярны были шашлычные. Там был только шашлык. То есть мясное вот это самое блюдо на шампурах. В общем, понятное дело, шашлычное. Аналогично была пельменная. Там были только пельмени. Ну и под конец, уже в 80-е годы, появились даже, ну, в Москве, по крайней мере, и в Ленинграде появились пиццерии, где делалось нечто, в общем-то, очень похожее на пиццу. Ну и далее на
высшей ступеньке этой пирамиды располагались рестораны. Рестораны, в общем-то, которые я знал лучше прочих предприятий общепита советского, поэтому о них расскажу чуть более подробно. Рестораны были, во-первых, очень малочисленны. То есть вот я не знаю, сколько сейчас в Москве ресторанов, но я думаю, далеко за 1000. Тогда в Москве было, я думаю, максимум штук 100 ресторанов на весь, 8-миллионный город. Может быть, чуть больше, может быть, чуть меньше, точно не знаю, но во всяком случае, раз в 10, а то и в 20 раз меньше, чем их на той же примерно территории сегодня. Во-вторых, рестораны были все более или менее одинаковые. Типичное советское ресторанное меню – это, на закуску салат оливье, какая-нибудь там мясная сырная нарезка, на первое супчик обычно бульон куриный, солянка мясная сборная, иногда солянка рыбная, борщ, щи, может быть. И на второе горячее, мейн-курс, главное блюдо, бифштекс рубленый. В общем, в принципе, это та же котлета. Бефстроганов, иногда гуляш. Чем они друг от друга отличались, я точно не знал. Какое-то куриное блюдо, скажем, цыплята табака, котлета по-киевски, кусок мяса, обычно такой жесткий, как подошва, под названием антрекот. Это был стандартный набор почти что всех советских ресторанов. Плюс там было еще что-то на десерт, обычно пирожные, наверное, какие-то эклер там или что-нибудь такое. Естественно, там был выбор всяческого алкоголя. Кстати, об алкоголе я забыл, было еще две разновидности, собственно, алкогольных точек общепита, а именно пив-бары и рюмочные. И то, и другое было кошмарным. Пив-бары, в принципе, могли быть ничего, в частности, потому что на закуску там, во всяком случае, в лучших пив-барах, там типа «Жигули» в Москве, давали креветок или раков. Вот из-за одного этого туда можно было зайти. Но пиво там подавали, это было не разливное пиво, это было не бутылочное пиво. То есть советское пиво вообще было ужасное, абсолютно. Хуже советского пива я пил только американское пиво «Будвайзер». Вот этот вот американский БАД, вот это вот примерно вот то же самое, что советское пиво, какая-то моча просто. Подавали пиво в кувшинах. Почему его подавали в кувшинах? А потому что так его было гораздо проще разбавлять водой. Пиво было ужасное, хотя иногда была неплохая закуска в этих пивбарах. А рюмочное я туда предпочитал вообще не заходить, хотя многие мои богемные друзья там коротали часы своей жизни, поэтому приходилось иногда их оттуда просто вытаскивать клещами. Но в рюмочных пили водку, а главная закуска там была селедка. Я ненавижу селедку, ее вид и ее запах. А запах этот стоял в рюмочных такой очень стойкий. В общем, это был кошмар. В больших городах, типа Москва, Ленинград, может, еще где-нибудь еще, было несколько таких национальных специализированных ресторанов. В Москве это был ресторан «Пекин» знаменитый. Было 2 индийских ресторана. Джалтаранг на Чистых прудах и Дели на Пресне. Плюс, разумеется, грузинский ресторан. Там в Москве самый главный назывался «Арагви». Узбекский, в Москве он назывался «Узбекистан». Понятное дело, там всякие шашлыки, пловы и прочее. Таких ресторанов было довольно мало. И надо сказать, что в городах поменьше было все точно то же самое. Только без всяких московских чудес, типа ресторана «Пекин» или «Джалтаранг». Качество еды было ужасное. Было все невкусно, было все какое-то жесткое, непрожаренное или, наоборот, пережаренное, непроваренное и совершенно абсолютно неинтересное. Иногда были просто криминальные вещи. Скажем, я хорошо помню, как однажды в центральном московском ресторане «София» на площади Маяковского заказал я какое-то мясное блюдо. Принесли мне это мясное блюдо.
я обнаружил на тарелке кусок мяса таким характерным откушенным куском. То есть там полукруглая была такая вот выемка на этом куске мяса. То есть это явно кто-то от этого мяса уже когда-то откусил, не доел, ну и мне свалили его в тарелку, принесли следующему клиенту. В общем, это было естественно, потому что, конечно же, во всех этих ресторанах, учитывая продовольственные дефициты и так далее, воровство там было просто повальное. Плюс хамские официанты, что отражено в некоторых кинофильмах, там типа «Дайте жалобную книгу» Рязанова и так далее. Что можно сказать в оправдании всего этого полного абсолютного ужаса? Пожалуй, две вещи. Вещь первая. Рестораны все были очень дешевые. Цены там были весьма доступные, как мне представляется. Вот, ну, смотря для кого, конечно, но для меня точно доступная, а я богатым человеком отнюдь не был. Ну вот, скажем, мой любимый ресторан московский был ресторан «Пекин». Ни один другой ресторан в жизни я столько раз не посещал, сколько «Пекин». Ну, я думаю, 100 раз я там был, никак не меньше. Я там все время заказывал одно и то же, там свинина кисло-сладкая, суп вонтон, трепанги и чайничек зеленого китайского чая. Приходил я туда только в обеденное время, вместе с валютными проститутками. Они там тоже очень любили отдыхать после бурной ночи за обедом. И все это мне стоило где-то от 3,5 до 3,80. То есть я всегда укладывался в 4 рубля со всем этим обедом из 3 блюд. 4 рубля по курсу рубль к доллару в 70-е годы это было ровно 1 доллар. Потому что на черном рынке, естественно, официальный курс был 60 копеек доллар, а реальный курс у валютчиков был за доллар давали 4 рубля. Вот за 1 доллар я прекрасно там поедал вкусный китайский обед. Но это было исключение. А правило, и это мой пункт номер 2, оправдательный советского общепита, правило состояло в том, что люди вообще приходили в Советском Союзе в рестораны не для того, чтобы вкусно кушать. Они туда приходили для того, чтобы весело провести время. Практически во всех ресторанах Советского Союза был свой живой оркестр, который играли популярнейший репертуар, как советские, так и зарубежные хиты. Многие ресторанные оркестры были круче в профессиональном отношении, чем там всякие там эти самоцветы, себры и так далее. И люди приходили в ресторан пообщаться, повеселиться, поплясать, напиться, подраться. В общем, хорошо и, надо сказать, по-своему очень полноценно провести время. А еда при этом была не более чем каким-то фоном, скажем так. Пожалуй, главной целью похода в ресторан, кроме выпить и подраться, был так называемый пикап. Мужчины клеили женщин, женщины клеили мужчин. Я обычно приходил в ресторан или с друзьями, или даже один иногда, и постоянно становился объектом склеивания со стороны дамочек, как правило, такого 40-50-летнего возраста, поскольку парнишка был высокий, худой, модно одетый. Происходило это очень просто. Просто дама подходила к моему столику и говорила: «Потанцуем, парнишка?» Почему бы нет, почему бы и не поплясать с женщиной, если тем более она не слишком отталкивающей внешности. И вот так вот, собственно говоря, люди в ресторанах и жили. То есть можно сказать, что для гурманов Советский Союз был абсолютно категорически неподходящим местом. Как говорится, не хлебом единым жив человек. И это доказывали советские посетители заведения общепита. Вечернее время. Это был Артемий Троицкий, популярная советология, сокращенно «Поп-совет». Вы посмотрели только что 8-ю серию про советский общепит. Счастливо! Встретимся совсем скоро.